Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья, и сегодня я хотела бы продолжить тему оформления бровей. Сегодня я хочу рассказать о таком популярном красителе, как Рефектацил. Рефектацил — это краска для бровей и ресниц австрийской компании GW Cosmetics. Данный краситель обрел свою популярность за счет высокого качества, низкой стоимости, прогнозируемого результата, натуральности оттенков, широкой палитры оттенков. В линейку данного красителя входит 8 оттенков плюс осветлитель для бровей. Данный краситель имеет хорошую стойкость на волосках. По исследованиям он держится в структуре волоса до 6 недель. Также применение данного красителя на волосках имеет накопительный характер, то есть чем чаще вы будете красить волоски данным красителем, тем волоски будут становиться все темнее и темнее. То есть если вы будете красить чаще, чем раз в 3 недели, то волоски будут постепенно становиться более темными. Также данный краситель имеет щадящий состав. В его состав входит касторовое масло. Также в линейке Рефектацил есть линейка красителей для людей с чувствительной кожей. Данный краситель имеет не такую широкую палитру цветов, как обычная линейка Рефектацил, но она подходит для людей с чувствительной кожей, и данный краситель, он идет без оксида. Сначала на волоски наносится гель-краска, потом эта краска убирается и наносится гель-проявитель. Наряду с достоинствами данный краситель имеет и также некоторые недостатки. Это, например, то, что он имеет химический состав. И второе — это то, что он может вызывать аллергические реакции, и он не является гипоаллергенным средством. В линейке данного красителя есть два вида оксида. Это жидкий оксид и кремовый оксид. В моей коллекции есть только жидкий оксид. Между данными оксидами нет большой разницы по действию. Единственное, что для осветлителя для бровей мы используем только кремовый оксид. И еще есть такая маленькая деталь, что с жидким оксидом краска ярче проявляется на волосках, чем с кремовым оксидом. Важный момент при работе со осветлителем — для него используется только кремовый оксид. Отличительной особенностью Рефектацила является то, что он дает слабый отпечаток на коже, в связи с чем он подойдет для обучения, для начинающих мастеров и для тех, кто не хочет сильный отпечаток на коже, а хочет только покрасить свои волоски. С данной краской невозможно наставить пятен. У данного красителя очень простая колористика. Также он хорошо смывается ремувером с кожи. Далее я хочу рассказать об оттенках, которые входят в обычную линейку Рефектацил. Итак, первый оттенок в линейке Рефектацил — это насыщенный черный. Он идет под номером 1. Данный оттенок применяется в основном для окрашивания ресниц. Данный оттенок замешан на фиолетовой базе. Также данный оттенок подойдет для окрашивания бровей девушек с очень белой кожей и черными смолистыми волосами. Следующий оттенок в линейке — это графит. Он идет под номером 1.1. Он в основном используется для рассветления темных оттенков в холодной гамме. Также его используют для ухладнения и нейтрализации оттенков. В чистом виде его можно использовать, как рекомендует сам производитель, только для людей, у кого такая серебристая седина, то есть для людей с серебристым холодным оттенком волос. Также в чистом виде он не дает сильного затемнения волоска. Следующий оттенок — это синий-черный, он идет под номером 2. Данный оттенок применяется в основном для окрашивания ресниц, для людей, у кого холодный черный цвет волос, то есть у кого на волосах идет такой синеватый отлив. Также он может применяться и для окрашивания ресниц после ламинирования. Он дает красивый эффект на волосках. Также он может применяться и для окрашивания бровей, но только в том случае, если волосы на голове так сине-черного такого оттенка. Так, следующий оттенок в линейке — это темно-синий под номером 2.1. Данный оттенок, как рекомендует производитель, идет для окрашивания ресниц блондинкам. Он дает такой красивый эффект на ресницах. Также данная красочка может применяться и в миксах для ухладнения оттенков. И данную краску можно применять, добавлять в состав для осветления бровей, чтобы нейтрализовать рыжий оттенок волосков. Также данный оттенок можно применять и для нейтрализации теплого оттенка, для ухладнения тона. Для ухладнения тона капельку
данного оттенка можно добавить и в осветляющую пасту для бровей для нейтрализации рыжего и желтого оттенка после осветления волосков на бровях. Также данный оттенок можно применять и для получения нестандартного цвета на бровях. То есть, если вы хотите сделать ваши брови синими, или в миксе с красным можно сделать и фиолетовые тоже брови. Следующий оттенок в линейке Refectacil — это натуральный коричневый. Он идет под номером 3. Данный оттенок в чистом виде дает сильное затемнение на волосках, то есть он получается практически черный. И данный оттенок лучше использовать в миксах. Это холодный коричневый оттенок на зеленоватой базе. Он замешан на зеленом пигменте, и при применении в чистом виде на бровях он дает практически черный цвет, то есть он сразу же уходит в такое глубокое затемнение. Данный оттенок лучше всего применять в миксах для утемнения каких-то других оттенков. Данный оттенок подходит для брюнеток и для темных шатенок с холодным таким оттенком волос. Также данный оттенок хорошо использовать в миксах для утемнения цвета, но я советую не добавлять его более чем 30% в микс, потому что он достаточно сильно затемняет волосок. Следующий оттенок в линейке — это светло-коричневый, он идет под номером 3.1. Данный оттенок, он имеет немножечко такую зеленоватую базу, но в основном он на волосках ведет себя как нейтральный цвет. Он также может подстраиваться под цветотип, то есть на холодном цветотипе он выглядит как холодный цвет, на теплом цветотипе он может иметь теплый оттенок. Данный цвет можно использовать в чистом виде, он подходит для блондинок и для русых девушек. Также данный оттенок хорошо работает в миксах, и в зависимости от того, какой оттенок вы будете добавлять как дополнительный оттенок, он может достаточно сильно менять свою температуру. Также, если добавить, например, красного, он уйдет прям такой рыжий цвет. Если добавить натурального коричневого, то он уйдет немного в затемнение. Если добавить графит, то он уйдет более в такой серый цвет. Это самый популярный оттенок на наших широтах, можно так сказать. Он хорошо подходит для русого типа внешности. Следующий оттенок — это каштан. Он идет под номером 4. Это красновато-коричневый оттенок. В чистом виде он используется редко. В основном он идет в миксах. Он подходит для каштанового типа волос. Также его можно использовать и для окрашенных волос, для такого цвета, как бургундии, красное дерево. И в зависимости от того, насколько этот оттенок глубокий, можно добавлять затемнение третьим оттенком. Также данный оттенок может подойти и для окрашивания бровей, и для рыжих девушек. Также данный оттенок может подойти и для шатенок с таким красноватым отливом, для рыжих волос с холодным отливом. Следующий оттенок под номером 4.1 — это красный. Данный оттенок мы не используем в чистом виде обычно. Он идет в основном как дополнительный цвет в миксах. То есть мы им утепляем какие-либо оттенки. То есть мы данным цветом либо утепляем какие-либо оттенки, либо для нейтрализации зеленого подтона. Но также данное средство можно использовать и в чистом виде, но только если вы хотите получить какой-то нестандартный цвет волосков на бровях, какой-нибудь, может быть, красный, либо если у девушки красный цвет волос, то есть можно данным оттенком красить в чистом виде. Но обычно это такой непопулярный цвет, и в основном данный оттенок хорошо использовать именно в миксах. Также хочу сказать пару слов об осветлителе для бровей. Он является щадящим осветлителем, и в зависимости от нужного оттенка он может осветлять брови до 3 тонов. И он работает только с кремовым оксидом, и также его рекомендуется применять при работе с сединой. До окрашивания можно его нанести на минимальное количество времени. Выдерживать краску после осветления бровей стоит в 2 раза меньше, чем написано в инструкции. То есть вы можете начинать от 30 секунд и до 5 минут, в зависимости от того, насколько насыщенный оттенок вы хотите получить. Также я хочу еще отметить, что при осветлении бровей волосок очень быстро уходит в затемнение с этой краской. Еще при использовании долговременной укладки бровей данная краска тоже имеет такое свойство сильно затемнять волосок. То есть
при долговременной укладке стоит наносить краску от 30 секунд до 1 минуты на волоски. Также данный осветлитель можно использовать для утепления цвета волосков. Из обязательных оттенков, которые стоит приобрести, я советую приобрести насыщенный черный, графит, естественный коричневый, светло-коричневый и красный. Но если вы не можете найти красный, можно купить каштан. Далее я хочу рассказать о своих любимых миксах, которые я использую в работе. И хочу рассказать о принципах того, как я выбираю тот или иной микс. Первый мой любимый микс, он идет на основе 80% светлого русого и 20% графита. Мы получаем такой холодный русый оттенок для холодных блондинок и для русых волос с холодным подтоном. Пропорции 80% к 20%. Также количество цветографит можно варьировать в зависимости от того, какой цвет вы хотите получить, насколько вы хотите увести оттенок более в серый цвет. Вы также можете варьировать количество цветографит, вы можете его варьировать от 10% и до 30%, в зависимости от того, какой именно оттенок вы хотите получить в итоге. Всегда смотрите, какой оттенок волос у вашего клиента, с каким он подтоном, насколько он насыщенный. Вообще, по правилам, у светлых оттенков волос брови должны быть на 1 тон темнее, у обладателей темных оттенков волос брови должны быть на тон светлее. Но, конечно же, нужно смотреть, как это коррелируется с внешностью, насколько у человека контрастная внешность. То есть либо насколько вы хотите сделать внешность человека контрастной, насколько вы хотите либо высветлить брови, либо затемнить их. Также я советую учитывать и подтон кожи тоже. Второй мой любимый микс, он идет на основе светло-коричневого оттенка, и мы добавляем туда капельку красного. То есть у нас микс идет 90% к 10%. В зависимости от яркости цвета вы также можете добавить и капельку натурального коричневого, то есть чтобы затемнить цвет. Данный оттенок подойдет для рыжих и для теплых шатенок. Также данный оттенок подойдет для девушек, у кого окрашены волосы в красный цвет, либо красное дерево, либо оттенок бургунди. Но в зависимости от того, какой оттенок вы хотите получить, количество красного цвета можно варьировать. Но я, конечно, не советую добавлять его больше, чем 10%, потому что можно увидеть, что оттенок получается достаточно насыщенный, красный. Если вы хотите его затемнить, вы можете добавить 3 в этот микс. Также не очень много, не более чем 10%. Третий микс, он также идет на основе светло-коричневого и натурального коричневого в соотношении 70 к 30. Здесь также можно варьировать утемнение данного оттенка в зависимости от того, насколько вы хотите получить глубокий цвет. Здесь также можно варьировать глубину оттенка, количество натурально-коричневого цвета. Данный микс подойдет для светлых шатенок и для девушек с темно-русыми волосами. Также, если вы хотите добавить теплинку в данный микс, вы можете добавить сюда немножечко красного оттенка, прям самую капельку. Следующий популярный микс — это каштан и натуральный коричневый, соотношение 90 к 10. Либо вы можете варьировать это соотношение до 30%. Все зависит от того, насколько вы хотите затемнить волосок. Данный микс подходит для девушек с каштановыми волосами. Также при выборе подходящего микса ориентируйтесь на исходный цвет волосков, на структуру волоса. Если волосок на бровях тонкий, он хуже убирает краску. Возможно, понадобится несколько раз окрасить данные волоски, чтобы получить желаемый оттенок. Если цвет волосков на бровях уже черный, то нет смысла его красить в оттенки какие-то более светлые, чем данный тон волос, потому что краску не красит. То есть вы можете добиться желаемого тона только если вы будете осветлять волосок.
Также не стоит передерживать рекомендованное в инструкции время, так как вы не получите красивый цвет, а цвет уйдет просто в затемнение. Также я советую посмотреть видео, где я показываю, как я крашу брови в домашних условиях. Я делаю эту краской рефиктоцил. Я оставлю ссылочку внизу. Вы можете пройти и посмотреть, как я это делаю и как я замешиваю краску. Итак, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным и интересным. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!